коротко, с чего все началось. В начале сентября у меня закончилась работа. Сократили после 20 лет работы в одной компании. Новые люди, новые правила. И с тех пор я пытался всеми силами, всеми средствами, нетворкинг, сайты, рефералы и прочее, найти хоть что-нибудь похожее на работу. Но так у меня пока до сих пор ничего не получилось. Познакомился в Черногории с одним товарищем, который затеял открыть альтернативную доставку, пока из кафе-ресторанов. Здесь в Черногории уже работает международная доставка Glovo, которая доставляет. Там совсем другие масштабы, много сотрудников, и много опций. Там не только еду из ресторанов доставляет, но еще и продукты из магазинов, в общем, все что угодно. Но не суть. Человек затеял бизнес в Черногории и даже на Сербию немножко замахнулся. Альтернатива через Telegram-бот, заказы с сайта. Прикольный проект, интересный. Я как-то в шутку ему написал, что работы нет, пойду к тебе в доставку. Мол, возьмешь? И все. Потом прошло пару месяцев, и тут он мне пишет: слушай, иди в доставку. Нужны срочно курьеры в Подгорице, потому что некому работать. Я такой: ладно, что ж, попробуем. Едем. Короче, я работаю в доставке. Да, сегодня холодно, решила надеть куртку. Вообще 12 градусов, ветер. А буквально 3 дня назад ходил в майке. Зато в куртке удобно, большие карманы, и помещается много мелочи и много денег. Не так уж много, но вот кое-что, какие-то деньги зарабатываются потихонечку. Первый день моей работы был воскресенье, впрочем, как сейчас, то есть ровно неделю назад. Я вышел в воскресенье, потому что мало заказов, и вникнуть, втянуться и посмотреть, что это вообще такое. Втянулся. Нормально, воскресенье, город пустой, заказов мало. Поездил, покатался, посмотрел, как что работает. Класс. Воскресенье, пасмурно, город спит, но кто-то 9:30 утра уже успел заказать себе омлет. Иду забирать первый заказ. Сегодня их, скорее всего, будет мало. Все равно нужно отрабатывать все. Воскресенье, конечно, разгрузочный день, много не заработаешь, но репутацию держать надо. Хотя бы одна доставка, если есть, нужно сделать, чтобы был 100% SLA, как говорят у нас. Такой какой-то парадокс. Воскресенье, ничего не работает. В плане магазины продуктовые не работают. Поесть, купить очень сложно. И очень мало заказов. Теория того, что вчера в субботу все накупили еды, теперь сидят дома, едят свою еду, поэтому ничего не заказывают. Это очень странно. В общем, суть такая, что город поделен на зоны, на 5 зон поделен город, и, соответственно, ценник за доставку в каждую зону свой. От стоимости заказа вообще не зависит. Могут заказать и на 10 евро, и на 7, и на 110, на 150. Разные заказы бывают. Мне какая разница? Главное, что платят за доставку. Иногда оставляют чаевые, что очень тоже приятно. И хоть какой-то заработок, да, получается. Без чаевых, наверное, была бы жопа. Как игра какого-нибудь торгового агента. Есть у тебя 50 евро. Ты пошел, купил еды на 50 евро. Отвез человеку, который заказал эту еду. Получил 53 евро. Дальше купил еще там несколько заказов, чтобы в эту сумму уместиться. Еще добавил себе плюс 3-4 евро. И постепенно твой капитал растет. Правда, трудности с разменом бывают монет, но, в принципе, кафешки меняют. И вот так потихонечку, потихонечку стопка денег у тебя в кармане растет. Незаметно. Я сначала пытался считать, сколько я там заработал на доставке, на чаевых, но это что-то прям очень сложно, и я забил. Просто верю, что у меня денег прибавляется. Главное, больше сдачи не отдать. По-моему, один раз я в самый первый или второй день на 20 центов больше отдал, чем надо. При хороших раскладах в день можно заработать, наверное, 50 евро с учетом чаевых. Все по-разному еще рассчитываются. Кто-то пишет цену заказа сразу, кто-то пишет цену сразу с доставкой. И эти все расчеты, взаиморасчеты, довольно сложная вещь. Мне, как привыкшему
по безналу все оплачивать картой в интернете, криптой. Вот эта вот наличка дается достаточно тяжело. Пока заказов мало, курьер на целый город я один. Ну, конечно же, я не один работаю. Сейчас вот сижу на лавочке, отдыхаю, а кто-то развозит заказы. Просто меняемся по очереди, а одновременно 2 человека в линию выходить пока смысла нет. То есть заказы в основном идут последовательно, что в принципе неплохо и позволяет нормально успевать все развозить. Один отвез, пришел новый, приехал, забрал, отвез дальше. Максимум были наложения по 2 заказа. Забирал и развозил в разные точки. В таком ритме работать можно. Пока всего 4 активные точки, которые выдают заказы. Ну и эти точки вот примерно дают 12 заказов в день. В воскресенье меньше, какой-то день. Ну плюс-минус около 10 заказов получается. Наверное, если в среднем брать за неделю. Да, тяжело, но зарабатываются живые деньги. В одном из роликов вот я уже рассказывал про работу в Черногории, про низкооплачиваемую обычную работу, без опыта, без всего. И как бы имея за плечами удаленку. И мне кто-то сказал: ну ты удаленщик, понятно, сидишь себе, хорошо рассказываешь, иди поработай. Вот пошел, поработал. Да, тяжело, согласен. Настал понедельник, и это была жопа. Меня прям выжило просто как лимон. Я даже там кое-где пост матерный написал, хотя матом вообще не ругаюсь, потому что мат можно всегда вырезать. Но тут просто меня прорвало. Это было очень тяжело, очень непривычно. Но я справился, и вторник, среду взял выходные. Отдохнул. И снова в бой. Четверг, пятница, суббота, воскресенье. Полные смены по 12 часов. Но это, конечно, жесть. Если других вариантов нет, как бы на поддержание штанов хватит. Ну а дальше искать варианты и придумывать что-то еще. Перерыв между заказами. Как вариант, стою на месте. Либо ехать домой, сидеть дома, что-нибудь делать. Либо работать на ноутбуке в машине. Вот, поэтому решил взять с собой ноутбук. И, собственно, можно вот на заднем сидении вполне себе работать, там те же ролики монтировать, вот, что-нибудь писать. Ну, как бы интернет есть в телефоне, можно прям сидеть и как в офисе работать, собственно, что я и делаю. Можно, конечно, и поспать, и ждать, пока заказ придет, но лучше что-нибудь сделать полезное, чем просто так сидеть в соцсети залипать или в игрушечки играть в какие-то. Вот была мысль возвращаться на какую-то среднюю точку, чтобы потом как можно быстрее, если придет заказ, доехать до нужного объекта. Такая точка не нашлась, вернее, есть одно место, но оно постоянно забито, занято, и где-то там на обочине стоять не очень прикольно. Поэтому я все-таки решил, что приехал, отвез последний заказ, ну и стою. Если удалось хорошо стать, да, то стою на этом же месте и жду следующего. Ну и параллельно работаю. Можно в кафешку зайти, в коворкинг. Но вообще вот этот рваный ритм, конечно, не очень приятный. Непривычно. Ну, может, просто непривычно. Пока ждешь заказы, можно куда-то съездить, отвезти ребенка в школу, жену в магазин. Ну, хотя с этим могут быть проблемы, потому что забрать вовремя иногда не получается. Нужно срочно ехать на заказ, и ребенок идет пешком, а жена целый час крутится около магазина. Ну, вообще такое себе. Ой, пока записывал видео, пока собирался, да, забыл нажать кнопку, что заказ доставлен. Вообще уже 4-й день работаю и постоянно забываю нажать то, что курьер приехал, ну то есть, что я приехал на точку выдачи, и клиенту отправляется информация, что клиент как бы уже забирает его заказ. Вот. И когда я доставляю, обычно там или кнопка подтверждения, что заказ доставлен, или просто как бы делаешь репост, ставишь значок или пишешь слово «доставлен». Кафешка понимает, что все хорошо. Вообще с этими поездками прикольно. Город изучаешь, смотришь, где что находится, узнаешь какие-то объекты, новые пути. Получается как игра. Я, наверное, в детстве мне очень хотелось по картам прокладывать маршруты, ездить, а сейчас ввел адрес, GPS, и вот он поехал, ведет тебя куда-то в незнакомое место, приезжаешь. Хорошо, если адрес точный, а то бывает, что заказывают непонятно, ну, примерный адрес. Либо там что-то все-таки сбой, GPS не идеален, но это классно. Классное ощущение, такие как бы квест каждый день.
In 300 meters, turn left onto TRG Republike. Поэтому город перекрыт. Иду по дороге. Но доставку-то надо доставлять. Приходится выкручиваться как угодно. Машину где-то бросил, бегу до точки выдачи заказа. Ну, примерно вот так это выглядит. Собрались люди, что-то выступают с флажками, радуются, город перекрыт. Большая часть заказов русскоязычные люди, но местные тоже уже подключаются. Рекламы пока не особо где есть. Ждем мерч. Наверное, начнется более масштабная рекламная кампания, потому что сеть разворачивается во многих городах. Уже в Подгорице, в Баре, в Будве. Будут подключаться новые точки, и процесс, наверное, пойдет. И будут еще наниматься другие курьеры, потому что одному, но все-таки тяжело. Если заказы друг на друга наслаиваются, то ты никак не можешь успеть все сразу вовремя развести даже на машине. Ну и, кстати, про машину. Машина, конечно, убивается, но, наверное, также и в такси. Кто работает в такси, знает, что ежедневный прокат по 100 километров, это такое себе. Я не знаю, минусы, плюсы. Если совсем сидишь без денег, конечно, плюс поработать, да, но 12 часов каждый день без выходных, это прям просто жесть. Нужно хотя бы 5-2 работать или там день через день, 2 через 2, потому что в таком режиме, во-первых, жизни никакой, а во-вторых, просто тупо устанешь. И смысла нет. Работаешь, а жить когда и в итоге ты получаешь всего 1000 евро в месяц. Раздолбанная машина, расшатанные нервы, агрессивное вождение и все вот эти прочие вытекающие. В общем, как временная подработка, ок. Как постоянная работа, нет, вообще никак. На машине, конечно, круто. Вот есть, например, на вот таких скутерах Glovo возит, им быстрее. Но как вести на скутере вот такое? Машину он положил на дно и повез. И то, я боюсь, расплескает. Иногда вот стоишь в пробке, а вот такие вот скутеры с коробочками желтыми тебя обгоняют. Наверное, им все-таки попроще передвигаться. Мобильность, все такое. Но их больше, у них больше масштабы. И, наверное, это не собственный автотранспорт однозначно. Сегодня тяжелый день, очень. Заказов столько. Даже в аэропорт пришлось отвезти. Low battery. Да, телефон постоянно садится. Приходится возить с собой кучу аккумуляторов. Отвез очередной заказ. Вот, какой-то там частный сектор. И тут у них такая красота. Какая-то речка. Горы, домики. Замечательно. И вот такие доставки бывают. Какие-то Тигули уехал на кучу километров. Накормил людей. 9 часов вечера, темно. Трудовой выходной заканчивается. Еще час потерпеть. И потом можно ехать домой. А завтра все снова. Все то же самое. Спасибо всем, кто рисует корректные адреса, ссылки присылает хорошие на карты. Кто, в принципе, заказывает, и кто оставляет хорошие чаевые. Потому что чаевые — это хорошо. В общем, теперь я курьер, но продолжаю искать работу. Давайте уже какой-нибудь проект. Проект найдись. А то курьер-айтишник — это все равно, что забивать гвозди новым айфоном.